В английском графстве Лестершир жил тихий, незаметный подросток по имени Кейн Гэмбл. Внешне он ничем не выделялся среди сверстников. Учеба, семья, редкие прогулки. Но каждый вечер вместо игр и общения он уходил в свой собственный мир за монитор. Его интересовала не просто техника, а то, как устроен цифровой контроль. Как работают госструктуры, где слабые места в защите информации, и почему такие крупные организации допускают уязвимости. Особенно его зацепило понятие «социальная инженерия». Метод, при котором цель не ломается программно, а разрушается психологически. Вместо кодов и вирусов — телефонные разговоры, доверие и манипуляция. Кейн читал технические форумы, копал старые базы данных, пробовал выстраивать логические цепочки. Он искал не способ навредить, а доказать. Даже самые могущественные системы можно обойти, если знать, где нажать. Все началось как личное увлечение. Но в какой-то момент он задал себе вопрос: а что, если попробовать взломать не сайт и не сервис, а конкретного человека? И не просто кого-то, а представителя самой верхушки власти. Этот вопрос стал поворотной точкой. Подросток начал действовать спокойно, продуманно, без лишней шумихи. И выбрал себе цель, которая казалась недосягаемой. Псевдоним Крака. Кейн взял себе псевдоним Крака. Он стал ядром небольшой хакерской группы под названием Crackers with Attitude, CEOY. В команде были подростки и молодые активисты. Они не гнались там за деньгами, не искали славы. У них была цель — показать, насколько уязвимы те, кто руководит миром. Их возмущала внешняя политика США, особенно роль разведки в международных конфликтах. Они хотели бить по символам. И первым таким символом стал Джон Бреннан, действующий директор Центрального разведывательного управления США. Кракен начал собирать о нем информацию из открытых источников. Имя, номер телефона, домашний адрес, имена родственников. Все это оказалось доступным через публичные базы, соцсети и старые публикации. Затем он позвонил в Verizon, компанию, где обслуживался номер Бреннана. Представился сотрудником технической поддержки, уверенно задал нужные вопросы. Сотрудник не заметил подвоха. Через несколько минут доступ к номеру был в руках Кейна. Это означало одно — он мог инициировать сброс паролей на любой сервис, привязанный к этому номеру. Следующей целью стала почта на AOL. Цель — директор ЦРУ. Почтовый ящик Джона Бреннана находился на старом сервисе AOL. В мире разведки его использование считалось архаичным, но для Бреннана это был личный адрес, и он активно им пользовался. Через него шла переписка, касающаяся как личных дел, так и рабочих моментов. Получив доступ к телефону, Кейн инициировал сброс пароля. Ответы на контрольные вопросы он уже добыл заранее. Все остальное было вопросом нескольких кликов. Он вошел в почтовый ящик и оказался внутри цифрового кабинета главы разведки США. Перед ним письма, документы, вложения. Все в открытом виде. Среди них форма SF-86, обязательный документ для допуска к секретной информации. Она содержала десятки страниц с личной информацией: родственники, финансовые данные, места проживания, психологическое состояние. Помимо нее списки сотрудников, служебные записки, стратегические материалы. Подросток из Лестершира смотрел на эти документы с экрана своего ноутбука, не покидая своей спальни. В этот момент он окончательно понял: он добрался туда, куда не добирались даже профессиональные хакеры. А оружие не вирус. Вся операция, устроенная Крака, была построена не на технологиях, а на манипуляции. Он не писал ни одной вредоносной программы. Он просто читал, анализировал его и звонил. Сначала в Verizon, затем в AOL. В обоих случаях он выдавал себя за внутреннего сотрудника и благодаря знаниям и уверенности не вызывал подозрений. Он не повышал голос, не использовал угроз. Все было вежливо, четко и по сценарию. Его голос звучал как голос службы поддержки. Сотрудники на другом конце провода делали то, что он просил, не подозревая, что говорят с подростком. Он собрал цепочку. Сначала получил доступ к номеру, затем там сбросил пароль к почте. Все происходило за считанные дни. Ни один бранд-мауэр не сработал. Ни одна система защиты не зафиксировала вторжение, потому что технически его не было. Все выглядело как действие самого владельца аккаунта. Кейн доказал, что можно сломать даже ЦРУ, если знать, как разговаривать. Его оружием стал не компьютер, а человеческая слабость, доверчивость и усталость тех, кто сидит на телефоне. Секретные документы. Когда Крака оказался внутри почтового ящика Бреннана, он начал изучать содержимое с холодной методичностью. Он не удалял письма, не пытался скрыть следы. Его интересовало содержание. Форма SF-86 оказалась настоящей находкой. В ней были сведения о семье, контактах, психическом состоянии и даже потенциальных уязвимостях. Этот документ в одиночку раскрывал весь внутренний мир главы ЦРУ. Кроме него были и другие находки. Там служебные записки, документы с пометкой «Чувствительно», списки сотрудников и даже обсуждение допросных техник. Крака начал публиковать отдельные фрагменты в интернете. На твиттер-аккаунте группы CBOY
появлялись скриншоты, язвительные комментарии, прямые вызовы спецслужбам США. Он не просил денег, не пытался торговать данными. Все, что он делал, это демонстрировал. Даже такие фигуры, как директор ЦРУ, не защищены. Его действия вызвали шок и панику. СМИ подхватили историю, заголовки гремели по обе стороны Атлантики. Подросток, не покидая своей спальни, поставил на колени целый разведывательный аппарат. И он не собирался останавливаться. Мотив? Политика. В отличие от многих хакеров, действующих ради выгоды, у Кейна был мотив другой. Он не искал денег, не пытался продать данные врагам США. Все, что он делал, по его словам, было актом протеста. Он открыто заявлял, что не поддерживает политику США, особенно ее действия в Палестине и на Ближнем Востоке. Он хотел показать, что даже самые влиятельные люди уязвимы, что система, построенная на контроле, не контролирует собственную безопасность. Кейн делал публикации с критикой ЦРУ и американского вмешательства в другие страны. Он использовал украденную информацию как инструмент давления. Он понимал, что публичность – его защита. Чем громче станет история, тем сложнее будет скрыть инцидент. В одном из сообщений он писал: «Вы шпионите за миром, а защитить себя не можете». Эта фраза стала символом всей операции. Он действовал с уверенностью, будто был не преступником, а разоблачителем. Но в отличие от Эдварда Сноудена, у него не было ни статуса, ни поддержки. Только ник в сети и доступ к чужим секретам. Вторжение продолжается. После взлома Бреннана Крака не остановился. Под его прицел попали и другие высокопоставленные чиновники. Среди них заместитель директора ФБР, глава национальной разведки Джеймс Клэппер, министр внутренней безопасности Джей Джонсон. Он использовал те же методы, собирал информацию, звонил, обманывал, получал доступ. Вскоре он контролировал почту, телефоны, даже потоковую музыку чиновников. Одной из самых резонансных атак стала публикация списка сотрудников ФБР с именами и рабочими данными. Это был не просто взлом, это была демонстрация уязвимости госаппарата. Крака играл в свою игру. Каждый новый доступ подтверждал его правоту. СМИ все чаще подхватывали тему, но власти пока хранили молчание. Официальных заявлений не было. Тем временем подросток продолжал действовать. Без риска для себя, с ноутбуком в спальне, он ставил в тупик систему безопасности целой страны. И каждый новый успех только подогревал его уверенность. Тихая паника США. Внутри американской разведки началась скрытая паника. О взломе стало известно далеко не сразу, но как только в сеть попали документы Бреннана, ситуация стала критической. Утечка SF-86 означала, что посторонний знает о директоре ЦРУ больше, чем положено даже внутри ведомства. Информация могла быть использована в политических целях, могла попасть в руки врагов. И все это из-за ошибки операторов связи. Правительство начало внутренние расследования. Были проведены экстренные брифинги, усилены протоколы защиты персональных данных, начата охота на виновников. Однако Крака оставался призраком. Он не пользовался своим настоящим именем, скрывал IP, общался через зашифрованные каналы. Его действия вызывали шок и раздражение, но поймать его было крайне сложно. Особенно учитывая, что он действовал с территории другой страны, Великобритании. Тамошние власти еще не знали, что подросток, живущий с родителями, оказался в центре международного скандала. Провал спецслужб. Для американских структур безопасности это стало публичным унижением. Подросток без специальных навыков, без ресурсов, без команды профессионалов взломал личную почту высших чиновников. Все с помощью разговоров и знаний из интернета. Спецслужбы оказались в ситуации, где привычные методы не работали. Разведка начала анализировать, как это стало возможным. Ответ был болезненным: человеческий фактор. Сотрудники Verizon и AOL не нарушали правила, но оказались слишком доверчивыми. Крака точно знал, что и как говорить. Он использовал слабые звенья системы, чтобы зайти внутрь. Он не взламывал пароли, он заставлял их сообщать добровольно. Это поставило под сомнение устойчивость всей модели кибербезопасности. Если подросток мог сделать такое, что могут профессиональные разведки других стран? Этот вопрос уже обсуждался на уровне сенатских комиссий. Тем временем британские спецслужбы уже вышли на след. Следы в Лестершире. Несмотря на маскировку, Крака допустил ошибку. Один из его цифровых следов, возможно, IP, лог или метаданные писем, вывел расследование на конкретный район в Великобритании. MI5 и местная полиция начали работу. Через несколько недель после первых публикаций британские агенты провели обыск в доме семьи Гэмблов. Утром в дом постучали. Кейн был дома. У него изъяли ноутбук, жесткие диски, телефоны, записные книжки. Родители были шокированы. Никто в семье не подозревал, что подросток, тихо сидящий в комнате, устроил международный скандал. На допросах Кейн признался в содеянном. Он не пытался скрыться, не удалял следы. Он считал себя разоблачителем, а не преступником. Британские власти взяли дело под контроль. С этого момента Крака из никнейма превратился в реального обвиняемого. История, начавшаяся с интереса к технике, теперь перешла в судебную плоскость. Суд и наказание. После задержания дело Кейна Гэмбла передали в британский суд.
Учитывая возраст обвиняемого, разбирательство проходило в закрытом режиме. Но даже за его пределами информация просочилась в прессу. Прокуроры заявили, подросток получил доступ к секретным данным высших чинов США, выдал себя за представителей органов власти и нарушил несколько законов Великобритании, касающихся несанкционированного доступа. Ему предъявили обвинения по ряду статей, включая взлом компьютерных систем и кражу персональных данных. Кейн признал вину. В суде он объяснил, что действовал из политических мотивов и не собирался причинять вред. Однако судья заявил, даже без злого умысла его действия нанесли серьезный удар по международной безопасности. В апреле 2017 года Кейн Гэмбл получил приговор 2 года заключения в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Он стал первым британским подростком, официально признанным угрозой национальной безопасности США. После оглашения приговора адвокаты подали апелляцию, но приговор остался в силе. Жизнь после скандала. После освобождения Кейн не вернулся в публичную жизнь. Он исчез с радаров медиа, удалился из соцсетей и прекратил участие в любых онлайн-сообществах. По некоторым данным, он начал сотрудничать с частными компаниями в области кибербезопасности. Его навыки теперь использовались легально в рамках программ Bug Bounty, где специалисты ищут уязвимости по заказу и получают за это оплату. Многие эксперты сочли это логичным исходом. Человек, который сумел обмануть крупнейшие разведки, может принести пользу, если окажется по ту сторону закона. Однако Кейн избегал интервью, не стремился к известности. Его фигура стала легендарной в кругах хакеров и специалистов по безопасности. Некоторые называли его британским Сноуденом, другие просто подростком, который зашел слишком далеко. Он сам говорил, что хотел показать слабость системы, и, похоже, ему это удалось. Но цена за эту демонстрацию была высокой. Подросток, который унизил ЦРУ. Эта история стала символом цифровой эпохи. 15-летний школьник без дипломов и связей проник в личную почту главы ЦРУ, обманул операторов крупнейших телеком-компаний и поставил под сомнение всю систему кибербезопасности. Он не пользовался вредоносным софтом. Он просто говорил. Точно, уверенно, с пониманием, как устроен человеческий фактор. Его действия не были актом террора. Это была демонстрация. Он не продавал данные, не угрожал, не искал выгоды. Он хотел доказать, власть может быть уязвимой, даже если носит пиджак и держит ядерные коды. И он это доказал. Один школьник из провинциальной спальни против всей системы. Эта история закончилась судом и тюрьмой, но осталась в истории как предупреждение. В цифровом мире границы власти становятся зыбкими, а настоящая угроза может прятаться за ником в чате. И иногда, чтобы взломать империю, достаточно просто позвонить.